Так, друзья, эфир наш начинается. И с вами снова я, ваш Макс Степанов. Давайте сегодня собираться поуютней и пообщаемся на тему медитации. Вот. Были такие вопросы, я все помню, все, так сказать, запоминаю, даже иногда записываю. Поэтому, когда мы с вами общаемся в таких стримах, в таких прямых эфирах, да, у меня какие-то ваши вопросики, они где-то откладываются у меня в голове, и потихонечку я начинаю, так сказать, находить ответ на эти вопросы, да. То есть могу сразу ответить, а могу постепенно ответить. Окей? Вот, и сегодня я могу вам немножко рассказать про медитацию, как я к ней отношусь, для чего она нужна, как она возникла. А, ну, в общем-то, вот так. Потому что со словом медитация вот, очень много существует иллюзий, слухов. Да, кстати говоря, в прошлом стриме, по-моему, это был вопрос как раз. То есть была просьба рассказать о медитации и с чем ее не путать, да, то есть что такое медитация и что к медитации не относится, хотя частенько называют многие вещи медитацией, да, и путают медитацию с какими-то сверхспособностями, с какими-то, я не знаю, упражнениями для суперменов, что якобы можно обрести левитацию, крылья отрастут или что-то такое. Короче говоря, про медитацию сегодня расскажу, как она есть, и, и что я, собственно, делаю сам лично. То есть, как я ее практикую. Вот, да, это слово называется практикую. Так, ну что, начнем. И как раз люди, которые задают вопрос, ты кто есть по жизни, они найдут как раз ответ вот в этой медитации. Да? Кого это интересует очень сильно, те могут углубиться в медитацию и понять, кто же они есть по жизни. Кроме того, как медитация связана с самообороной. Каким образом? То есть, ну, банально принято считать, что самооборона это некий рукопашный бой, это только, значит, приемы, которые вот изучают только состояние, так сказать, физического противостояния, борьба, удар и так далее, так далее. Вот, с моей точки зрения, это очень такой узкий ограниченный подход. Это только лишь малая мировоззренческая система, да, которая отвечает на вопросы личной безопасности в широком смысле этого слова, да, то есть это оккультуренный инстинкт самосохранения, скажем так. Вот, но каким образом медитация поможет самообороне, да, вы спросите. Вот, и я собираюсь вот на это немножко вам сегодня рассказать по этому поводу. Дело в том, что самооборона это, если мы посмотрим на это слово и будем разбирать, как это называется, этимологию этого слова, смысловую, так сказать, нагрузку, то мы увидим, что это слово самооборона состоит из двух слов. Помните, как в школе на русском языке, да? Выделите корни этих слов, да? Поймете тогда смысл этого слова и откуда оно происходит, родственные слова найдите. Так вот, слово самооборона делится на два слова. Само и оборона. Понимаете? Абсолютно разные слова, но вот они взяли так и связали. То же самое, что самосознание, самообслуживание, самостоятельность, да, вот такие вот слова, которые состоят из двух корней. В начале стоит слово «само», а вот что такое слово «само», надо разобраться, ребята. Слово «само» это, по сути, синоним слова «я». Это, ну вот даже слушайте, сам, я это делаю сам, я вот самостоятельный, оно как-то само собой все получилось. Если мы так немножко поразмышляем о смысле этого слова, то мы обнаружим, что когда говорят слово «сам» или «само» или «сама», то речь идет о какой-то личности, речь идет о какой-то идентификации, о каком-то внутреннем ядре человека, который, ну, как бы называется «само». И то, что к этому «само» относится. То есть там есть «я» и, видимо, какие-то ценности, которые вот это «само» в себе носит. Вот. А оборона-то каким образом? Оборона здесь приклеена таким образом, что вы, когда вы понимаете, что такое само, то есть вот эту точку, да, внутри, то есть вы как точка, вы как некое ядро, вы как некий стержень, да, который вы называете само, вы как самец, как самка, да, вы как самость, даже есть такое слово самость, вы четко понимаете себя, кто вы есть, какие ваши ценности, какие ваши пределы, какие ваши ограничения, то есть что вы можете, что вы не можете, до каких именно таких, ну, как бы границ вы это можете позволить себе что-то, да, то есть это называется это словом само. И
И вот это вот само, то, что внутри, ваша вот сердцевина, ваша основа, это разные видео, интересные лекции смотреть и так далее. Костя Корниенко здесь, добрый вечер, приветствую. Но в первую очередь, конечно же, инструмент для самопознания – это медитация. Потому что смысл оборонять то, чего вы не знаете, то, к чему вы не относитесь. То есть сначала нужно понять, кто я, ну, внутри, какие мои ценности, кто я по жизни, да, что это такое само, где оно это само, как его потрогать, как его пощупать. А это самопознание. И только тогда вы поймете, что же вы будете реально защищать, оборонять. То есть это вот оборона, это как некая окружность вокруг этого само. То есть схематически это выглядит как примерно как точка, вокруг которой оборонили, бороной, да, очертили некую окружность, которая выстраивает как бы этот, ну, во-первых, она показывает границы, то есть пространство, да, какой большой объем этого само, да, этой территории, этого пространства. А во-вторых, она показывает границы, куда, как это, психология, интимная зона, да, границы, которые пересекать не рекомендуются другим другим самцам, другим самкам и так далее. Понимаете, да? То есть вы должны понять свое внутреннее пространство, кто вы есть, кто вы сам по себе, и потом уже выстраивать какие-то границы. И, соответственно, вы задумаетесь о том, нарушаются ли ваши границы, где пересекаются ваши границы, несет ли вам это какие-то угрозы. И обороняете, да, соответственно, эти границы, или не обороняете. Вот так. Потому что защищать и оборонять и рисковать своей жизнью ради каких-то вымышленных ради каких-то вымышленных фейковых личностей, иллюзий, да, иллюзии охранять, какие-то ценности, которые не ваши ценности, которые вам просто внедрили, и вы вот эти ценности идете якобы там оборонять, чего-то защищать. А по сути, ну, вы рискуете своей жизнью. Если уж так вот прагматично смотреть, отбросив всякие разные эзотерики, всякие разные политики и так далее, и так далее. По сути, самооборона в первую очередь нужна для того, чтобы охранять ваше тело. Потому что с помощью вашего тела вы существуете в этом мире, вы проявлены в этом мире. То есть тело это форма, благодаря которой, ну, вы можете свое содержание, свою суть, хотел сказать, позиционировать, да, ну и позиционировать в том числе. Но с помощью этого тела вы как бы и существуете. Самооборона в первую очередь это, конечно же, защита вашего тела. Понятно, да? Но вы можете расширять вот эту вот окружность, помимо вашего тела, то есть не позволять вообще вас трогать, потому что вы понимаете, что если, я вам рассказываю, да, регулярно, чем ближе дистанция и какой-то агрессор к вам подходит, тем меньше шансов у вас как-то отреагировать на его враждебные, агрессивные действия, потенциальные. Он может проявить насилие, вы можете не успеть среагировать. Понимаете, да? Поэтому чем дальше вот эта дистанция, тем более безопаснее. И вы должны тоже как бы формировать в себе вот это вот чутье, вот это вот состояние бдительности. Так вот, переходим к самообороне теперь. То есть помимо того, что самооборона это инструмент самопознания, и вы сами себя познаете и узнаете, кто вы, какие ваши ценности, за какие ценности вы готовы драться, сражаться, там, защищать себя и так далее. А кроме этого, медитация это тренировка вашей бдительности и вашей внимательности. Вот как она связана напрямую с самообороной, напрямую с боевыми искусствами. Ведь не зря же, ну, допустим, восточные единоборства, точнее даже не единоборства, боевые искусства восточные, они прям тесно переплетены ну, с медитациями, с философией буддизма, дзен, чань и так далее. Потому что так или иначе медитация тренирует ваш внутренний мускул, да, то есть мышцы не просто снаружи, да, там бицепс, трицепс, удар какой-то, а тренирует вашу внутреннюю мышцу, которая позволяет вам быть бдительным, внимательным и четко, как сторож, как, я не знаю, как вахтер, как охранник, четко наблюдать за тем, что происходит и снаружи, и внутри. Вот такие прикладные функции несет, по сути, медитация, да, в моем понимании. Есть такая прикладная, да, функция. А так вообще медитация это прекрасный способ развивать так называемую силу духа, да, стойкость, силу духа. Тоже были такие вопросы, как развивать силу духа, как развивать стойкость там, внутреннего зверя и так далее, так далее. Ну как устоять, например, как быть стрессоустойчивым. Вот медитация тоже в этом помогает разобраться. Просто попробуйте посидеть хотя бы 5 минут
и понаблюдать за тем, что происходит здесь. Никуда не дергать. Это очень сильно вырабатывает вашу внимательность, настрой, дисциплину, волю. Буду находиться здесь, стоять и смотреть, и наблюдать. То есть это очень хорошо тренирует именно такую вот силу духа, понимаете? То есть вы свое внимание учитесь сохранять в конкретном месте, в конкретное время, здесь и сейчас. И бороться в принципе, с естественным отвлечением внимания, игрой вашего разума, да, приходят мысли, тревоги, там еще какие-то там, где-то зачесалось, где-то там вам чихнуть захотелось, где-то что-то вдруг вспомнилось, что надо куда-то бежать и так далее. Вот такие вещи, понимаете? О самообороне рассказал? Вот, с чем медитацию часто путают? Медитацию часто путают с визуализацией, так называемой. Это когда нужно что-то представлять. Ну, например, представлять какие-то чакры внутри, да, там, какого-нибудь цвета, как они пахнут, какого-нибудь названия, какие-то там буковки появляются, какая-то музыка, какие они звуки издают, ну, вот эти рам, рум, брым, брым. То есть все вот эти вещи я отношу все-таки не к медитации, а отношу к упражнению тоже с психикой, с головой, с мозгом, но это не медитация явно. Медитация это просто эффект, как эффект присутствия. Это состояние присутствия, состояние наблюдения ни к чему, которое не привязано, а просто которое наблюдает и все. Если вы начинаете что-то рисовать в своей голове, воображать, допустим, как вы поднимаетесь от земли, как вы представляете, что есть такие как бы варианты упражнений, да, психотехника. Например, вы представляете, что вы очень маленький, очень-очень маленький, уменьшаетесь до размеров там муравья, а потом вы должны представить, что вы увеличиваетесь в размерах и становитесь все больше Земли, больше космоса, больше Вселенной и заполняете собой всю Вселенную. Прикольно? Прикольно, да. Ну, если воображение развивает, оно такое красочное, прям все. Это здорово. Или, не знаю, все что угодно. То есть вы можете визуализировать это с помощью зрения, можете какие-то, не знаю, звуки проговаривать, да, там, то есть фокусировка на либо на зрительных каких-то вещах, либо на каких-то слуховых. Например, трансцендентальная медитация, тоже в свое время занимался, там каждому как бы дается его тайная мантра, типа того, да. Вот, и нужно медитировать именно на, вот этот, как бы, на звук, на мантру, на какие-то там сочетания звуков, там, ам-бум-бум, да, к примеру, там, что-то такое. Все, вот таким вот образом проходит эта психотехника. Но я в вещах, чтобы потом перейти уже на непосредственно вот такое бесстрастное, спокойное наблюдение того, что происходит. Потому что и так, ребята, на самом деле вещей происходит очень много в нашем теле, вокруг, внутри, в голове. Поэтому смысл, я считаю, додумать какие-то еще другие вещи, особенно это относится, не знаю, к трансферфингу реальности, типа там сделан, представлять себе чего-то, или вот этот успешный успех, мне кажется, ну, это просто фантазия, которая ведет вас в никуда. То есть от реальности отрывает вас полностью. То есть здесь я могу сказать, что ну, это крайность, просто крайность. Крайность как, такая, как, например, визуализировать постоянно кругом опасность, да, кругом поджидают враги, кругом ниндзя прячутся там везде на крыше, там мне в подъезде поджидают. То есть такая крайность, да, прям совершенно. То есть человек боится вообще, ну, как бы высунуть нос на улицу. А с другой стороны крайность, другая, полюс, то, что мир этот розовый, белый, пушистый, потому что беда происходит, нападение происходит только на тех, кто думает плохо, и он сам привлекает своим внутренним миром, плохим, настороженным, вот этих вот злодеев. Вот, а если думать хорошо, всех любить, мир, любовь, покой внутри, мир, покой, то ничего с вами не произойдет. Вот, не будет такого ничего и все. Понимаете, да? Вот. Что это визуализация и представление себя какого-то воображаемого мира? Что вот это визуализация? А истина, как говорится, всегда, ну, где-то посередине. Такой вот, понимаете, баланс. Может и так случится, и так случится. От чего это будет зависеть? Это может быть просто случайность, это может быть стечение обстоятельств, почему это происходит или не происходит. Но от человека это тоже зависит. То есть мы какие-то можем сигналы где-то считывать, где-то видеть эти моменты. Если мы бдительны, если мы внимательны, если мы развиваем вот это вот внимание, то мы можем увидеть заранее какие-то сигналы, которые могут угрожать нашему драгоценному телу, да, или нам каким-то образом. Ну вот мы чувствуем и доверяем этому. Вот это все развивает вот эта интуиция, медитация.
и внимательность просто-напросто. Вот вкратце вот так. Все, что относится к левитациям, обретениям сверхспособностей, смотреть сквозь стены, переселяться на другие планеты, это все, ребята, ну, это все уже то, что воображаем миры, в общем-то. Ну, тут что посоветовать? Читайте фантастику, развлекайтесь и так далее. Вот Самбаран все-таки имеет дело все-таки больше с какой-то, ну, более-менее реалистичной конструкцией этого мира, в которой может быть и так, и существует. Это такая диалектика такая, это философия диалектики. Может существовать параллельно несколько разных концепций существования. Вот, поэтому, ну, как бы и хаос, и порядок, все это вместе. Нет однозначного ответа на вопрос, почему это так или не так, а иногда вообще нет никакого ответа. Вот, и, собственно, с этим нам тоже придется жить каким-то образом. И медитация — ответ на все вот эти вопросы, кстати говоря. Кроме медитации я не вижу никаких других ответов. Можете читать книги, но они вас только наталкивают, как какие-то как это, указатели, которые показывают, в каком направлении вам двигаться. Но просто чтение книг, оно не даст вам возможности познать именно себя. Поэтому, если вы хотите познать себя, то вы должны напрямую прямо обратиться вот, к себе. Короче говоря, я собираюсь тоже на канале побольше видео делать про способы самопознания, про медитацию, как определить, кто я, какие мои ценности. То есть больше вот про внутреннее наше, про внутреннюю самооборону говорить, про какие-то такие вот очень важные вещи, ценности, на которые мы опираемся и которые мы будем защищать. Или не будем защищать, потому что это не наше, это к нам не относится. С этим нужно разобраться. Кто я? Что это само, которое необходимо оборонять? Понимаете, да? Вот об этом, собственно, я думаю, уже на этой неделе сделаю первое видео, выпущу по поводу того, как я предлагаю заниматься медитацией. Вопросы, друзья. Вот, это было такое вступление. Так, Костя Корненко, добрый вечер, добрый вечер. Артем Шепталин, типа инициации. Про что ты имеешь в виду, Артем? Типа инициации, это про что? Я немножко сейчас вот только открыл твое сообщение и увидел это. Типа инициации, это что? Инициация. Могу типа инициацию, что такое инициация рассказать? Инициация — это некое посвящение, теперь надо слово посвящение расшифровывать. Инициация — это такой ритуал, это некий обряд, это некий заведенный, ну, такой, когда происходит переход с одного уровня на другой. То есть человек типа растет, типа прогрессирует, типа он поднимается на ступень выше. Вот. И вот этот переход сопровождается таким неким экзаменом, неким тестированием. И вот этот вот весь процесс, который включает в себя тестирование, экзамен и празднование по этому поводу, и трансформацию внутреннюю, и внешнюю и так далее, потому что это происходит и с внешней трансформацией. Там, ну, допустим, я в свое время изучал очень подробно индейцами, и фанател, да, то есть фанател от индейцев и изучал их культуру, североамериканских в основном. Вот, у них, например, я помню, ну там в разных племенах по-разному, но вот в одном племени, например, был обряд инициации, когда мальчик превращался в мужчину, ну то есть из юноши там мужчина, охотник, воин и так далее. Вот, ему протыкали кожу, оттягивали на груди, протыкали эту кожу, туда засовывали, так сказать, конец кожаной этой веревки, да, а другой конец этой кожаной веревки привязали к столбу. Вот, играла музыка, барабаны, дудки, свирели, ну, вообще, что там у них такое, эх, ух, вот, трансоподобное такое. Собирался народ, значит, вокруг этого столба, вокруг этого парня, который был привязан вот этим вот ремнем, да, кожаным за свою кожу к столбу. И он должен был танцевать, а в какой-то момент, ну, видимо, когда это, так сказать, какие-то барабаны, дроби, как-то это все, может быть, криками шаманов, когда к этому привлекалось, он должен был оторваться от этого столба, ну, соответственно, вместе с куском своей кожи, там, мяса и так далее. Вот. Таким образом, это инициация символизировала это, знаете, как пуповина, да, вот как вот рождение и отрезают от пуповины. То же самое примерно здесь. То есть опять определенный переход из детского состояния в взрослое состояние, когда он пускается в свободное плавание, он отрывается от пуповины, вот, но он делает это сам.
То есть сознательно, волевым усилием, когда ему страшно, когда ему больно, но он преодолевает эту боль, этот страх и отрывается, становится воином. После этого его, у него другой статус появляется социальный. Все те мужчины, воины, охотники, которые были для него сначала далеко, на вершине, потому что он был ребенком, детенком, вот, они становятся как бы его тоже окружением, он входит в их круг, ну, соответственно, к нему и уважение, и почет. Про инициацию на примере североамериканских индейцев. Но это в одном племени, племя, даже не помню название, какое, Чероки или, не помню, честно. Ну, суть вы поняли, да? Медитация, инициация, это может быть совместимо, это может быть вместе, но это практически друг с другом, может быть, и не связано никак. Ну что, сегодня, я так понимаю, нету того человека, который про медитацию меня спрашивал. Ну, надеюсь, посмотрит это видео туда в записи. Вот. И в субботу, наверное, я выпущу видео уже коротенькое, да, такое послание, месседж о том, как, ну, что я понимаю, что я думаю о медитации, как нужно медитировать. Вот. А пока про силу духа и стойкость духа я могу вам зачитать. Тоже был вопрос на прошлом стриме, что я читаю из философии, какие книги я читаю из философии. Вот у меня тут любимый мой Монтень, Мишель Монтень. Вот видите, Мишель даже де Монтень. Называется это «Опыты». Офигенно пишет, у него вся книга это его размышления о разных явлениях, о разных процессах, о разных таких вещах. Ну, например, глава 2 о скорби. И вот пошли его размышления. То есть, а я вам хотел прочитать о стойкости. Это к нашей теме просто относится, как развивается стойкость, сила духа, морально-волевые качества, которые, конечно же, необходимы для самообороны. Итак, глава 12 о стойкости. Послушайте. Если кто-нибудь пользуется славой человека решительного и стойкого, то это вовсе не означает, что ему нельзя уклоняться, насколько возможно, от угрожающих ему бедствий и неприятностей, а следовательно и опасаться, как бы они ни постигали его. Ну вот только подумайте, да? То есть речь идет о каком-то, ну, здравомыслии, о здравомудрии. Даже если человек стойкий, решительный, он оставляет за собой право иногда как-то вот избегать и не лезть на рожон, понимаете? Какая тонкая грань, да? Напротив, все средства при условии, что они не бесчестны, способны оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы. Что до стойкости, то мы нуждаемся в ней, чтобы терпеть. То есть стойкость нужна тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то, что превосходит наши силы. Вот, и нужно это преодолеть, переждать, преодолеть, перебороть. Ну, как-то вера, надежда, любовь, да? Ведь нет такой уловки или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар. Вот, это Монтень, между прочим. Когда он писал эту книгу? Когда он размышлял? Так, Мишель де Монтень родился в 1533 году, а умер в 1592 году. И прикиньте, вот, и такие вещи вот совершенно такие современные. Он пишет про самооборону. Многие весьма воинственные народы применяли внезапное бегство с поля сражения как одно из главнейших средств добиться победы над неприятелем, и они оборачивались к нему спиной с большей опасностью для него, чем если бы стояли к нему лицом. Турки сейчас еще знают толк в этом деле. Да, про Турцию, кстати, интересно. Да, наверное так. Наверное так. Сократ у Платона потешается над Лахетом, определявшим храбрость следующим образом. Непоколебимо стоять в строю пред лицом врага. Как, восклицает Сократ, разве было бы трусостью бить неприятеля, отступая пред ним? Понимаете, да? То есть, вот поэтому мы должны себя познать и понимать. И не смешивать себя с какими-то стереотипами. Мы должны быть свободны от разных шаблонов, от навязанных нам клише. Что вот нужно драться, там не отступать и не сдаваться, стоять на месте. Это, ну,
как медитацию путают с какой-нибудь левитацией, также и стойкость путают вот с таким вот, ну, твердолобым таким поведением, понимаете, когда человек лезет на рожон, не понимает, не дает себе отчет, плохо взвешивает свои возможности с возможностями нападающих, вот, и, соответственно, глупо ведет себя и погибает, да? Почему часто говорят, что вот, ну, спортсмены, бойцы, там, где погибают они часто при самообороне, не рассчитывают силы в том числе. Слишком высокомерно к этому относятся, слишком себя, как называется, ну, преувеличивают свои способности. Вот. И мне кажется, вот это вот разгильдяйство, раздолбайство, вот. Поэтому вот так. Поэтому не путайте, да, вот эту стойкость и безрассудство. Так, ну что, на сегодня у нас 27 минут я вам рассказал про медитацию, про силу духа, про стойкость. Зачитал вам Монтэня, блин, друзья. И, наверное, еще пару-тройку минут могу ответить на ваши вопросы. Ну, кто здесь слушает меня, да, могут задать вопросы. На любую тему, не обязательно про медитацию, ребят. По самообороне, по единоборствам, все что угодно. Про уверенность, там, драться, не драться, по понятиям, про криминал, про психологию преступника. Все что угодно. Могу ответить вам. У меня есть еще минут, ну, 5-10, я думаю, можно даже. Рановато я, наверное, зашел, да? Сегодня так получилось, что после пробежки с сыном сейчас пробежались, позанимались, там поподтягивались, поджимались, и я думаю, о, пока светло. Взбодрился еще немножко в душике и думаю, сейчас вам расскажу мысль, как я буду менять немножко свой контент на канале, добавляя туда не только физические приемы, да, там взаимодействие с телом противника в виде ударов, в виде бросков, захватов, освобождений, но и взаимодействие со своей головой, своей психикой, своими эмоциями, чувствами, мыслями. То есть прокачивать внутреннюю самооборону, как я сейчас буду называть, да, эту силу духа, стойкость внутреннюю. Вот, спасибо Ивану Васильевичу, нашему, так сказать, тоже коллеге, зрителю, подписчику, за то, что навел меня на эти мысли, на эти идеи. Как бы я-то и так под влиянием всего этого всю жизнь, собственно, но Иван Васильевич считает, что это будет интересно широкому кругу людей. Поэтому вот так. Так, Артем Шепталин ответил про инициацию, ответил. Костя Корниенко. Можно спрашивать. Так, вижу вопрос. Герман Зупфер спрашивает, что лучше всего закаляет стойкость и силу духа? Вот я как раз этого и начал, Герман. Я считаю, что очень важное упражнение – это упражнение в медитации. Упражнение, о котором я буду сейчас чаще всего, ну, добавлять видео на канал и буду рассказывать про медитацию. Я считаю, что это очень сильно развивает силу духа, внутреннее сознание, понимание себя, тренирует стойкость, тренирует концентрацию внимания, наблюдательность. Вот все, что нужно для того, чтобы сделать свой внутренний мир более осознаваемым, более таким плотным, понимаемым. Вот, в принципе, медитация. Через наблюдение за дыханием. Так, Герман Зупфер пишет. Я практиковал медитацию на протяжении полумесяца. Давай сейчас, Герман, толку с этого было мало. Но вот как раз, да, в начале лекции, в начале стрима я рассказывал, что я понимаю под словом медитация. То есть, что такое медитация с моей точки зрения. И что не относится к медитации. Но часто называют медитацией всякие разные там визуализации, молитвы, мантры,
мантры и так далее. Вот это не относится к медитации. Ты какой медитацией занимался? Я тогда тебе могу как-то, ну, наверное, что-то сказать. Я перепробовал несколько методов, пишет Герман. Ну, ты сидел просто с прямой спиной и наблюдая за своим дыханием. Вот просто так. Сидел 5 минут. Сидишь здесь и все. Вот, то есть ты делаешь то, что ты ничего не делаешь. Я следил за дыханием. Вот, хорошо. Вот, теперь мы тогда говорим, да, о медитации. Потому что медитация для меня это в первую очередь дыхание, тхияна. То есть то, что связано с дыхательным процессом. Вдох, выдох. Это основа жизни. Мы рождаемся, начинаем дышать и умираем, прекращаем дышать. Вот, собственно, и все. Поэтому все, что вот есть в основе, да, вечно, да, скажем так, для, ну, с точки зрения жизни нашей, да, постоянно, это вот дыхание. Все, на этом мы можем концентрировать внимание и смотреть за этим. Все, больше ничего не требуется. Я ни о чем не думал. О, это было круто. 30 минут в день. Я ни о чем не думал. Ну смотри. Окей, вернемся так к началу. А толку с этого было мало. А какой толк ты ожидал? Да, кстати говоря, это очень важный момент. Потому что, ну, могут быть какие-то ожидания от каких-то упражнений или каких-то тренингов, которые, в принципе, не призваны, ну, вот, привести к такому результату. И потом мы такие, конечно, ой, блин, как же так, что-то не получилось. У меня такое тоже бывало. Я ожидал какого-то супер-пупер, как это называется, познания мира, просветления, то, что меня отпустят, я перестану там страдать, мучиться и так далее, испытывать какую-то боль. Понимаете, то есть, ну, как бы, когда вот в юности, да, особенно в детстве, в юности, когда я начинал этим, ну, только заниматься, я возлагал на медитации очень разные фантастические просто ожидания. То есть я ожидал чего-то такого, ну, супер-пупер крутого. Понимаете, может, ну, книг начитаешься там, да, или фильмов насмотришься, и вот тоже как бы мыслишь вот в таких вот категориях, да? Типа, святой человек, старец, который может взлететь, полететь, пройти сквозь стену и так далее. Ничего не боится. Вот. Поэтому я начитался этих сказок, легенд и так далее. Но на самом деле, что хочу сказать, ты говоришь, когда мало толку, так не бывает на самом деле. Я вот и не верю. Все, что мы делаем на тренировке, а это тренировка тоже, такая же тренировка. Короче говоря, все, что мы вот проводим время в какой-то тренировке, в каком-то процессе, каких-то упражнений, оно влияет на нас. Так или иначе. Это может быть просто, ну, мы можем этого не заметить. Но так или иначе на нас это влияет. Это невозможно, чтобы это на нас не влияло. Если мы стоим на кулаках, отжимаемся на кулаках, наши кулаки, они начинают трансформироваться, они, ну, деформироваться даже точнее. Они уплощаются, утолщаются, там нарастает такая мозоль костная. То же самое и здесь с головой. Если вы что-то долгое время делаете, так или иначе вы меняетесь. Невозможно не поменяться. Да и все. Так, 30 минут ни о чем не думал. А вот тут я сомневаюсь, как ты мог, Герман, ни о чем не думать. Ну, это я не представляю себе. Это невозможно. Это невозможно. Скорее всего, ты все-таки просто не замечал, что ты думал. Ну, как... Дело в том, что мы не думаем, мысли просто возникают. Нет, мы можем надо как бы подключаться к этому и отождествлять себя с мыслями. Там называем это мы думаем. Но по сути мыслительный процесс формирования мысли, даже не одной, несколько, они сами по себе рождаются, как пищеварение, как сердцебиение, как дыхание. То же самое у нас вот эти мыслительные процессы, они сами по себе происходят. И мы либо подключаемся к этому, либо просто отстраненно смотрим за этим и все. Но отключить свой процесс мыслительный это невозможно. Это может быть только, ну, когда смерть, ну, вот пришла и все, и тело мертвое, не живое, оно не дышит. То есть с отключением дыхания отключаются все мыслительные процессы. Поэтому так. Перестало биться сердце, перестали работать органы пищеварения, кровеносная система, и также мозг прекращает работать тоже. И все, тогда мысли нет. То есть отсутствие мысли это, ну, это состояние неживого человека. Вот, собственно, так. Герман
Да, вот уточняет. Хорошо. Так, 30 минут в день, ни о чем не думаю. Есть упражнение еще одно с точкой. Точка. Японские монахи используют. Смотришь точку, нарисованную максимум времени. Да, было такое, я делал такое упражнение. Когда карате очень сильно занимался, да. И также, да, точка может быть в круге, то есть можно, ну, разные. Надо ее пересмотреть. Так, Герман Зопфер пишет. Плюс, плюс, плюс. Тоже надежды были. Ясность сознания, чуть ли не сверхспособности. Ну вот, да, от этого всего возникает разочарование в этом всем, понимаете? Нужно еще раз попробовать, только уже не требовать от этого чего-то такого. Тут и нет ничего такого. Вот в чем проблема. Романтиков дзен-буддизма, романтиков медитаций, просветлений, озарений. Есть, хотим также, ну, добиться всего этого. А по факту медитация это просто тренировка, это просто упражнение. Вот и все, больше ничего там такого нету. Так, Герман пишет, да, правильно, не так выразился, значит. Мысли были... Да, вот, ты понимаешь, да? То есть, когда медитируешь, ты как раз и наблюдаешь за тем, что как они рождаются, эти мысли. То есть, на уровне, я не знаю, буль-буль-буль в животе, также появляется мысль. И когда ты медитируешь, ты просто понимаешь, что вот в этом пространстве твоего внимания, по сути, оно все равнозначное, ничто не важно, ничто не важнее другого, понимаешь? То есть у тебя зачесалось где-то, не знаю, под левой лопаткой, возникла какая-то мысль, а, потом в животе забурчало, заурчало, и они как бы одинаковые по интенсивности, стимулы, которые возникают, как вот такие пузырики, больше ничего. Просто продолжают за этим наблюдать дальше. Они потом исчезают, они не могут долго длиться. То есть их интенсивность, она может возрасти, а потом вот так по дуге, да, и раствориться. И все, и нету. И через какое-то время ты просто забываешь об этом. Также вот эти вот мысли. Так, Герман пишет, что это зарядка. У меня был режим, я его даже на листочке нарисовал, пункты очень красиво выписал, каллиграфически. А мне кажется, Герман, ты правильными вещами занимался. Вот, не падай духом, тебе нужно просто еще раз попробовать это все сделать. Только теперь уже перерисовать карту ожиданий, что ты ожидаешь от медитации. Займись этим как, как чем-то простым. Не вкладывай в это ничего героического, ничего такого, никакого подвига здесь нету. То есть это как, я не знаю, почистить зубки, сделать зарядку, убрать постель, застелить, приготовить себе поесть, пойти на тренировку. Понимаешь, вот какие-то такие вещи. Они настолько бытовые, настолько минималистичные. То есть, ну... Так, дочитываю. Давайте, Герман, спасибо тебе за твои мысли, за то, что ты написал честно, поделился своим опытом. Так, зарядка, медитация, мозг, упражнение для мозга. Дикция, упражнение для дикции. Каждое утро начиналось с этого. Слышу звон колоколов. Это из храма? Да, это из храма. Тут недалеко храм есть. Ну, этот католический храм, который называется здесь Костол. Они ровно ну там, когда вот ровно, да, часов, сколько у нас сейчас часов? Значит, 7 часов вечера. Вот, они дын-дын начинают недалеко здесь у нас это. Вот, словаки достаточно религиозный народ, они, то есть, такие, ну, верующие, суеверующие. Короче говоря, у них есть такая заморочка. Ну, это, как бы, я обычно к этому отношусь сейчас вот совершенно спокойно. Да, заради Бога, я говорю. То есть, пожалуйста, я не против. В мире столько разных мифов, иллюзий и сказок, что, ну, почему бы одной больше, одной меньше, поэтому нормально. Если этот человек приносит какой-то смысл, как-то его наполняет, да, как-то его успокаивает, избавляет его от каких-то там, ну, тревог, проблем, то, как, ну, типа, психотерапия, да, такая, то почему бы и нет? Заради Бога. Вот. Но если это приводит его к отрезанию голов у инакомыслящих, то это, конечно, уже печалька. Хотя там буквально грань, она такая очень тонкая.
чуть-чуть добавили давление, газу, и все, и люди начинают становиться истинно верующими, такими фанатиками. Такое тоже бывает, такое, ну, читайте историю, и вы увидите, да, и крестовые походы, и то одна религия, то другая религия главнее, а другие неправильные. Поэтому я воспринимаю это как некий культурный фон, понимаете? То есть все-таки религия, она имела место быть. Блин, неправильная формулировка, да? Религия сформировала культуру. И европейскую, и, в общем, любую культуру в любых странах так или иначе повлияла на культуру. Культура это способ взаимодействия, способ общения в обществах, да, которые выстраивают эти вот отношения. В том числе, это я отвечаю на вопрос Кости Корниенко про звон колоколов. Вот, а раньше, конечно, я к этому относился, ну, так, с благоговением тоже, да, колокол, церковь. Так, ну что, дальше, Герман Зупфер. Макс, скажи мне, пожалуйста, как человек опытный? Спрашивай, Герман. Что знаю, то скажу. Чего не знаю, честно скажу, не знаю. Вопросы. Не на все вопросы я знаю ответы, но что-то попробую, какие-то вместе, да, поразмышлять, где можно найти эти ответы, если я не знаю ответ. Поэтому спрашивайте. К тому же это заставляет и меня тоже подумать, не закисать, поразмышлять, что я, собственно, люблю, имею к этому некую тягу, некое стремление, да, посомневаться, позадумываться, поразмышлять, посмотреть под другим углом зрения. Вот таким вот образом. Поэтому спрашивайте, конечно. Ребят, внимательно. Так. Так, мне видно, хорошо слышно, да? Сейчас Герман будет задавать вопрос, и я отвечу, и, наверное, на сегодня все, закончим, наверное. И потом, кстати говоря, вот по поводу твоих занятий, Герман, медитацией. Заметно людей, их видно людей, которые занимались самопознанием, занимались самоисследованием, занимались медитациями. А это, в принципе, все одно и то же. По ним заметно, со стороны это видно. Понимаешь? То есть ты можешь изнутри этого не видеть, а со стороны это видно. И спустя какое-то время это даст плоды обязательно. То есть если бы я не в детстве медитации, в среднем возрасте, то есть если бы я не был бы таким, ну как бы ищущим, да, то я бы был бы сейчас другим человеком. И возможно очень часто вот этот вот мой опыт внутреннего исследования помогал мне очень часто. Где-то чего-то давал мне понимать свои границы, свои возможности. А где, ну, понимаете, свои пределы, свои границы. Вот это очень важно. Человек, не знающий себя, он становится и манипулирует, и он становится не свободен. Он начинает от кого-то зависеть, попадать под какое-то влияние. То есть я считаю, что медитация, она развивает ваше внутреннее пространство свободы, избавляет вас от каких-то иллюзий, избавляет вас от каких-то сказок, мифов. И это делает вас свободнее, это делает вас более независимее, самостоятельнее. Ну вот, собственно, и самооборона, да, она тоже об этом. Это все входит в одно, как матрешка, да, там много-много уровней разных. Самоисследование, самопознание. Так, ага, вот Герман уже спрашивает. Я ем грибы раз в полгода, псилоцибиновые, для достижения каких-то мыслей. Это вошло в традицию. Это некий духовный опыт, чтобы перейти на новый уровень сознания. Герман, вопроса пока не вижу. Продолжай. Вопрос в чем? То есть, ну, если мое отношение ты хочешь услышать к этому, я нормально к этому отношусь.
Потому что мы никогда, по-моему, не говорили по поводу разных препаратов, да, разных таких, ну, штук, которые меняют состояние сознания. Но я к этому нормально отношусь. Вот так. Ты уточняешь, да, в том, как ты на это смотришь. Окей. Ну все, значит, я угадал. Я понял, о чем ты, что ты хотел спросить меня. Мое отношение к этому больше положительное, чем отрицательное. Вот и все. Я считаю, что это все на усмотрение лично каждого человека. Вот так. Я не сторонник запрещать что-то. Ну, если я уже за легализацию оружия и вообще за, ну, как за большие свободы, то почему я должен здесь негативно относиться к этому? Пусть это называется в обществе наркотиками. Но, ребята, давайте задумаемся, почему алкоголь не считается наркотиком, а, допустим, там марихуана считается наркотиком. Ну, это же, блин, абсурд. Это же неразумно. Там, психотропным, наркотическим, так или иначе. Если это вызывает привыкание, зависимость, соответственно, это тоже наркотик. Алкоголь вызывает такое привыкание? Вызывает. А алкоголь меняет ваше состояние сознания? Меняет. Почему алкоголь продается в магазинах, везде, так сказать, культура питья, алкоголь, в кино и так далее. А марихуану курить нельзя. Ну, как бы, сейчас уже потихонечку начинают легализовывать, да, но тем не менее. Вот такой вот бред. То же самое здесь. Тем более ты пишешь про грибы. Я сам не пробовал грибы. Но, если будет такая возможность, то я бы, наверное, не отказался. Вот и все. Если все это делается осознанно, под контролем, с целью не просто кайфануть, блин, да, кайфануть, а с целью, ну, действительно что-то понять. Потому что часто наш мозг, он находится в состоянии обыденности, в состоянии вот это вот быт. Одно и то же, одно и то же. Такой день сурка. Но я знаю, что наша личность, наш мозг, он гораздо больше всего этого. Наше сознание, оно гораздо шире, больше. Мы можем видеть какие-то вещи. И если создать такие условия для этого, почему бы нет? Это не для всех, скажем так. Большинство, конечно, интересует наркотики просто, чтобы побалдеть, кайфануть, оторваться, там, забыться и так далее. Если человек интересуется этим с точки зрения самопознания, самоисследования, то я к этому отношусь положительно. Вот, собственно, мое отношение к этому, Герман. Как-то так. Но я все-таки не то, что там предостерегаю или как-то. Короче, это на твоей ответственности. Это на ответственности каждого человека, который прибегает к этому. Но в то же время нужно понимать, что это тоже может выработать некую зависимость, и мы можем к этому привыкнуть, и мы можем с этим отождествляться. И, короче, ну, в этом опасность есть, понимаешь, да? То есть, когда мы не можем без этого, это для нас как костыль становится. Если идти, допустим, ну вот с моей точки зрения, таким духовным путем, да, самопознания, самоисследования, то нужно, наоборот, все отбрасывать, все избавляться от всего, чтобы осталось вот что-то, что вот оно, да, более-менее постоянно. А все остальное это лишнее, это наносное, это некие костыли, да, это некие указатели, некие подсказки. Чтобы все вот эти одежды ветхие сбросить, чтобы не зависеть от этого, понимаете? Докопаться до самой сердцевины, до самой глубины, до самой, вот, что там, до атомов, да, до молекул. Если этому помогают какие-то средства, то почему бы нет? Но нужно понимать, что это должно быть какое-то просто некая кратковременная, что ли, мимолетная помощь. Поэтому я нормально. Короче, да, что-то я затянул немножко. Я просто хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не призываю, так сказать, к наркомании, блин. Может, я сказал, что разные цели у людей есть. Я призываю к тому, чтобы, ну, не попасть в зависимость. Вот и все. Так, древние шаманы. Так, Ауяску. Это я все знаю, да, и про Ауяску, и про Карлоса Кастанеду, и вот, ну, вот эти все вот вещи. И мухоморы тоже кушают люди. И где там в Южной Америке вот это Ауяска, и проводят даже специальные туры. Вот у меня есть Константин Раниньо, это человек, который френд в Фейсбуке, он там вот живет в Перу или где-то там, и он проводит такие вот вещи. И у меня есть к этому интерес, скажем так, с детства есть какой-то интерес
к исследованию своей психики, своего мозга, своего сознания, поэтому это было бы интересно. Так, Герман пишет, легализация оружия? Да, я за легализацию оружия. Что общаться с духами? Я хочу пневмат купить скоро. Вот все, что можно купить, то и покупай. Даже больше. Покупай даже то, что нельзя покупать. Но это тебе, ну, реально защитит. Я вот к этому так отношусь. Потому что эти запреты, это все, блин, неправильно. Неправильно. И вот этот страх, этот боязнь, попытка удержать в каких-то рамках людей. Им нельзя давать оружие, нельзя давать вот это, нельзя давать марихуану, нельзя давать грибы, нельзя, ай-яй-яй, иначе все это к чему-то там приведет. А по факту там просто страх лежит у некоторой части людей, обладающих властью, и чисто коммерческие какие-то вещи, да, допустим, там лобби, так называемое. Так, ладно, давайте дальше. Как человек опытный, я грибы не ел. Вот. Герман, да? И больше с этим, ну, в общем, двигайся, двигайся. В любом случае, сам процесс очень важен. Не какая-то конечная точка, кем ты станешь, там, ты обретешь сверхспособности или полетишь. Нет, сам процесс вот, нахождения, это уже вот все, что нужно. И ничего героического. Да, не надо ничего героического. Так, легализация оружия, хочу, да, полностью согласен, от алкоголя убийств смертей больше, чем от марихуаны. Вот это, кстати, тоже настолько, ну, очевидная вещь, что от алкоголя насильственные преступления, вот просто вот поголовно, в большинстве случаев. Я знаю это и по себе, и из наблюдения за жизнью. Человек бухнул, все, ну то есть уже лезет на рожон, не контролирует себя, агрессивный и насилие через край. Когда человек травки покурил марихуаны, чаще всего все-таки он не агрессивный, спокойный, ну, может быть смешной даже, да, но никакой агрессии я не наблюдал. Ни у себя, ни у других. Вот так. Просто, видимо, это невыгодно как-то, что ли, продавать. Да и вообще невыгодно, наверное, да. Ну, не буду, я тут дальше залазить не буду. Нет и нет, так, как есть, так есть. Полностью согласен, так, больше смертей и убийств. Герман пишет, марихуана растет из земли матушки. Тоже хороший аргумент, да. У меня были цель, и мои надежды оправдались. Ага, все-таки. Герман, а ты писал, что тебя не оправдались, что мало толку. А все-таки толку какой-то есть. Это же здорово. Я нашел работу на следующий же день после грибов. А, после грибов. Все, супер. Да, и меня Артем зовут. Вот, Артем, да, приветствую. Я заметил, что в Ютубе, да, люди называются какими-то именами, которые им не принадлежат. А потом, оказывается, мне пишут ВКонтакте или в Фейсбуке или в Телеграме, а меня зовут не Сережа, меня зовут Вася. Так интересно. Так, Костя Корниенко. Я что с грибами пас. У меня нет даже знакомых, кто бы что-то их пробовал. Ну, тут надо, да, обращаться к специалистам, иначе можно с осторожностью нужно делать. Но проводят исследования, и вот эти вот ЛСД, например, это же те же самые грибы психоделические. Исследования стали проводиться в 60-е годы, ребята. В США, потом Тимоти Лири был такой, потом был Герман Гроф, который придумал потом холотропное дыхание. Не пробовали холотропное дыхание? Вот такая вещь. Вот. А придумал только после того, когда запретили исследовать ЛСД, короче, под запрет это все попало. Но где-то проводят до сих пор эти исследования, и они очень дают хорошие надежды, оптимистичные, на излечение каких-то стрессов, каких-то тревог, депрессий, фобий и так далее. То есть есть там с чем работать на самом деле. Я считаю, что нужно просто изучать это, надо пробовать, надо исследовать. А способ запрещать это ни к чему хорошему не приводит. Он приводит только к нелегальной стороне, черному рынку, блин, криминалу и так далее, понимаете? Поэтому
Я больше за такие либертарианские ценности и за осознанность, за свободу и за то, чтобы человек брал на себя ответственность за свои действия, за свои поступки, за то, что он принимает, что он ест, как он одевается, как он думает, что он делает. Вот и все. Я считаю, что не должно быть такой задачи всех спасти, всех уберечь, всех от чего-то. Ведь люди не знают, как правильно жить, никто не знает, как правильно и от чего они собираются уберегать. Если мы чего-то уберегаем, значит чего-то мы лишаем, понимаете? Если мы чего-то лишаем, то это как перетягивать одеяло друг на друга, понимаете? Эти левые, правые, центристы, блин, коммунисты, фашисты. Это все какое-то иллюзорное, все, понимаете? Но из этого происходят войны, из этого происходят конфликты, из этого происходит черти что, короче. Кошмар и ужас. То есть кошмар, он все равно так или иначе будет происходить. Но с другой стороны, смотрите, какая есть разница между моей точки зрения, ну как либертарианской, да, такой, и вот это вот какой-нибудь такой, чтобы все охранять, чтобы все было коллективно, чтобы там коммунизм построить, или там фашизм, чтобы все ходили строем. В любом случае будут люди болеть, умирать, страдать, мучиться и так далее, так далее. Так вот, я за то, чтобы человек сам выбирал себе свой путь страдания, свою жизнь проживал, сам пробовал, сам ошибался, понимаете? Да, и рисковал в том числе и так далее. Поэтому здесь вот я все-таки, то есть это просто трэш, если мы теряем наши свободы ради безопасности, как нам говорят. Вот, понимаете? Ради вашей безопасности, блин, мы вас, блядь, батареи, сука, блядь, на цепь посадим. Ну и нахрен нужно, блин, такое общество, понимаете? Просто потому что так удобнее управлять, да нахрен надо, понимаете? Я сбегу на Марс с Илоном Маском. Так, Северянин, Макс, сейчас смотрю стрим сначала. Приветствую тебя, участников чата. Привет, Северянин. Земля плоская здесь, космоса нет. Привет, привет, привет. Здоровенько. Сергей Носов, наверное, это страшно все знать о себе. Сергей Носов, кому написал? Мне написал? Или ты написал Герману? Потому что он после грибов познал себя очень хорошо. Я могу за себя ответить. Конечно, это страшно о себе что-то узнавать поначалу. Но страшно почему? Потому что, опять же, есть какие-то представления, какие-то ожидания о себе, внушенные нам средой, родителями, школой, еще как-то, да, самим собой, книгами, фильмами, да всем чем угодно, да, вот мусор, оно, ну, как не то, что мусор, это культура, да, в которой мы в матрице в этой растем. Вот. И у нас возникают какие-то ожидания по поводу себя, какие мы есть, какие мы должны быть. Но себя мы не знаем толком. Пока вот у нас жизнь там здесь наступили не туда, здесь ударились головой, здесь что-то попробовали, а оно, блин, нам никак не подходит, только хуже стало. Понимаете? То есть вот этим путем ошибок, проб и ошибок, таким вот методом тыка, мы себя и познаем. И когда мы себя познаем, мы вдруг обнаруживаем, что мы вообще-то, блин, ну, разные. Мы не такие, какие плоские, да, какие должны быть в романах или в фильмах. Или какими хотели нас видеть родители. Или какие, понимаете, да? То есть мы видим только внешнюю сторону, как это, маркетинг, да, такой мерчендайзинг, реклама, блин. Папа должна быть, мама должна быть вот такой, доброй, любящей, да. Папа должен быть вот таким мужественным, суровым, там, и работящим, и так далее. Но мы не знаем их внутреннюю жизнь, ну, пока сами не взрослеем. Потихонечку мы взрослеем, что-то узнаем от них, а оказывается, блин, все не так уж у нас родители было э, романтично. И вдруг обнаруживаем, что здесь мы вот какую-то херню спороли. Короче, это страшно, да, узнавать то, что мы, ну, на многое способны. Но с другой стороны, это дает нам некую свободу, понимаете? Мы себя вот таким образом познаем, и эти вот иллюзии, они пропадают, и это дает нам свободу. То есть мы понимаем, что такое человек, и от человека можно все ожидать, и от себя тоже. Ну, по сути, об этом же говорил Христос, да? Ну, образный, да, условный Христос, да? Не судите других, да не судимы будете. Камень, помните, да? То, что ты у брата, так сказать, соринку заметил, у себя бревна в глазу не видишь, ну и так далее. Вот эти все вещи. И когда вы начинаете себя познавать, исследовать с помощью медитации, опять же, да, про медитацию на сегодня,
то вы видите себя изнутри, какой вы есть. И вы прощаетесь с этими клише стереотипными, типа, что такое хорошо, что такое плохо. Вы не хорошо, не плохо, вы природу свою узнаете, вот вы такой, какой вы есть. А дальше, смотрите глубже. К чему вас больше склоняет? То есть, где ваши ценности? И тут получается, вот я сейчас вижу, я обнаружу, это прям вот тоже страшно, тоже ужасно, что оказывается есть люди, для которых свобода, она не является ну, ценностью. И таких, как мне кажется, как я вижу, ну, благодаря интернету, опять же, социальным сетям, что свобода не является для них важной какой-то вещью. Важнее какая-то стабильность такая тоже. Я понимаю, что у каждого свои предпочтения, и, возможно, насчет свободы тоже, это мой бзик, да. Только не надо мне говорить, что свободы полной нет. Это я знаю, я в курсе, да. Какая же тут свобода есть полная, если мы рождаемся не по своему, так сказать, желанию, умираем не по своему желанию, болеем, дышим, пищеварение у нас происходит автоматически, мыслительный процесс автоматически. Все это показывает медитация как есть. Я не об этом. Я о том, что есть люди, у которых ценности просто стабильность и развлечение какое-то. Просто на уровне, ну, пощекотать себя, почесать что-то. Зазудело, они вот почесались, о, и хорошо, и нормально. А еще не то, что они там пиписьками мерятся, но примерно то же самое, да. Территория большая. У нас большая территория, мы великие. Вот это вот они очень любят, почему-то этому очень сильно радуются. Каким-то внешним размерам, к которым они отношения никакого не имеют. То есть, ну, они эти размеры сами не преодолевали, не завоевывали, они ни при чем здесь вообще, не при делах. Они просто все это видят по телевизору и слышат из телека, вот мы великие, мы большие, но при чем здесь ваше я? Лучше исследовать свой внутренний мир тогда и стать там исследователем, путешественником, нежели гордиться чем-то большим, что вовне вас, и к вам никак не относится, и вы к этому никакого отношения не имеете. Вот так. Ну, вот для них это ценности. То есть какая-то мишура ценности, какая-то кажущая, какие-то иллюзии. И это кайфушка, это им нравится очень. Вот так. То есть, ну вот есть такие люди, и это печально, ну, лично для меня, но с другой стороны, что делать? Я это тоже буду принимать. Я буду пытаться с этим жить, как-то вот, ну, примиряться тоже и понимать, что просто люди разные бывают, очень разные. Поэтому правомерен вопрос. Ну а ты кто по жизни, да? Давайте определимся по понятиям. Но чтобы четко понимать, с кем ты беседуешь, с кем ты общаешься, для чего вы обмениваетесь информацией. Так, наверное, это страшно узнать о себе. Да, значит, это страшно может быть поначалу, а потом, наоборот, это избавляет тебя от страха, потому что делает тебя свободным. Вот так. Знание, сила. ФГФ здесь привет. Как там камень поживает? Кстати, про камень-то я и забыл. Камень как философский символ, ну вот в притчах, он и в сказках. Я вспоминал про камень, кстати говоря, да, ФГФ, что камень это действительно, ну, очень многогранный символ, который присутствует в нашей культуре. Я вспомнил про Сизифов камень, да, Сизифов труд. То есть каждый из нас, как этот жук-скоробей или навозник, да, там Роман Пелевина вспомнил, катит перед собой этот камень куда-то в гору. Сизифов труд. Знаете такое выражение, да? А потом он скатывается вниз опять. Сизиф спускается опять, тащит камень зачем-то, потому что боги наказали его, и он тащит этот груз на себе. То есть камень как некое наказание, как некая тяжесть, как некое бремя, понимаете, вот этот камень. Или камень за пазухой, да, держать, опять же, тоже вот камень. Так, Герман Зупфер, я пробовал дыхание, но оно чертовски опасно. Холотропное дыхание. Ну, из-за того, что гипервентиляция происходит, возможно. Я пробовал несколько раз, и у меня остались положительные впечатления о холотропном дыхании. Да, гипервентиляция. Ну, за счет как раз этого и происходит состояние изменения, ну, сознания. И происходят разные интересные, так сказать,
переключения, разные мысли потом возникают, разные идеи. Я пережил некий транс во время холотропного дыхания, который мне, ну, помог ощутить свое прямо слияние, единство со всем миром. Да, когда я понял, что смерти нет, и что ничего не страшно вообще. Как сейчас помню, что сначала меня почему-то распяли, ну, кто-то, нечто мне распяло, вот так вот, прям вот руки вот так в мои разные стороны, как на кресте. Потом я физически чувствовал, как мне пробивают ладони, то есть вот боль прям, да, вот. Мне было очень больно, страшно. То есть такой приход был, такой трип. Но я продолжал дышать, там же рядом, ну, постоянно сидит какой-то ситер, который вот это все видит, тебя немножко опекает, подсказывает, давай дыши, 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 туда-сюда. И вот это нужно все продышать. Это очень хорошая тема тоже, вот в плане как медитация такая, да, только такая интенсивная, через усиленное дыхание. Вот, и я продолжал дышать, 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 и потом вдруг случилось, как бы отпустило, что называется, да. Руки я вот так сложил, отпустила, и я вот оказался в каком-то прям, в таком радостном состоянии, в таком счастливом состоянии, и понял, что даже если, я очень почему так подумал, что если даже если дом взорвется, я же не знаю, это было, наверное, связано с какими-то вот теми временами, когда взрывались дома, помните, в Москве, там, и в России, в общем. И была такая мысль, что даже если сейчас дом взорвется, нафиг, вообще ничего страшного, вот просто по барабану. Ничего не случится, потому что я есть, я существую, и все замечательно. И не имеет никакого значения вообще ничего. Это все, вот эти все формы, они не имеют никакого значения. То есть вот такой был у меня такое понимание. Без всяких наркотиков, без всего, просто за счет того, что медитация, концентрация внимания на дыхании, на дыхании, на дыхании, дыхании, и вот такое вот мне прям через боль, через страдания, вот через принятие этой боли. Я вышел в такое состояние, прям даже слез. Так что холотропное дыхание я лично позитивно. Понимаете, в чем дело, ребят? Еще очень много зависит от возраста, от местоположения, от общества, в котором вы это делаете, от множества факторов, Герман. Артем, да? И раз на раз не приходится, понимаешь? Вот, допустим, сегодня грибочки съел, они тебе зашли. А съел ты их через недельку или там через какое-то время, они тебе не зашли, понимаешь? Ну, как бы вообще по-другому все. И это все нормально. Или ты медитируешь сегодня, хреново. Ну, то есть нет ощущения вот этого единства, вот этого, да, там, потока. А через какое-то время ты медитируешь и кайфуешь от этого, да? И это и есть ловушка, понимаешь? То есть мы зацикливаемся на каком-то, блин, либо негативном, либо там сверх-супер положительном и позитивном. И это ловушка. Ну, как бы, не то, что ловушка, это нормально, короче. Но к этому привязываться не стоит. Вот и все. Это и то, и другое. Это суть просто одежды, блин, формы, то, из чего наполнена эта жизнь. Не надо на это сильно как бы привязываться к этому и рассчитывать на это. Что вот я сейчас кайфану, блин. Понимаешь, это такой тяга к кайфу, опять же, да, про что я и говорил, что наркотики могут рассматриваться либо как для кайфа, либо как для исследования своего мозга, ну, и сознания, психики. А при этом исследовании разные бывают результаты этих экспериментов. Вот, и мы должны все это отслеживать, отсматривать бдительно, бесстрастно, спокойно. Вот такие дела. Они думают, вот блядь, кайфоломы, блин. Не ту травку подсунули, или не те грибочки мне подкинули, или как-то так. Поэтому и с холотропным дыханием то же самое штука может быть. Возможно, сейчас я подышу, и мне это не принесет такого удовлетворения или такого какого-то открытия, понимаешь? А может принесет, я не знаю. То есть сильно как бы на это не рассчитывайте. Вот и все. Иначе получается такая привязка. И чем это отличается от, ну, от простого мира, где тоже люди стремятся к каким-то развлечениям, получить просто какое-то мимолетное такое удовольствие. Чем это отличается? Тут надо быть, ребята глубже, глубже, тоньше, наблюдательней, понимаете? И не вестись на разные такие вот наши естественные вещи, да? Ну, нам нравится, когда тепло, а когда холодно, не очень нравится. Понимаете, нравится, когда вот к чему-то комфортному, к чему-то теплому, хорошему и так далее. Пушистому, белому, пушистому. Но жизнь, она состоит не только из этих моментов, она по разнообразнее. Вот как-то так. Поэтому если мы будем избегать от чего-то неосознанно, то это неправильно.
Если мы избегаем осознанно, то это свобода. Понимаете, какая тонкая грань? Еще раз эту мысль попробую повторить. Если мы чего-то избегаем осознанно, потому что мы это знаем, что это приведет к каким-то для нас пагубным последствиям, то есть это прекратит наше состояние развития, это заведет нас в тупик, и мы осознанно отказываемся от этих вещей, понимаете, то это свобода и есть. То есть мы контролируем свою жизнь каким-то, ну, поправляем, да, чуть-чуть как бы себя немножко направляем. Вот. А если мы просто отказываемся, потому что так говорят, так нельзя, то мы этого боимся от страха, да, неосознанно, то это не ведет нас к развитию и не ведет нас к пониманию себя и к исследованию. Вот как-то так. Если уловили, о чем я говорил, поставьте мне плюс. Потому что иногда очень сложно говорить о таких вещах, очень сложно. Они настолько, облечь их в слова тяжеловато. Вот, Герман поставил мне плюсик. Спасибо большое. Спасибо большое. То есть, по сути, мы как бы можем делать одно и то же, точнее, два человека могут делать одну и ту же вещь, но вся разница будет лишь в том, а, насколько они внимательно это делают. Вот и все. Представляете? Ну вот, казалось бы, делают одно и то же, но мотивация и качество этого, оно просто разное у всех, абсолютно, ну, у двоих этих людей. Один делает это осознанно, внимательно, спокойно, э, исходя из своего личного опыта, проверив это на себе, исследовав этот вопрос, исследовав, как его организм на это реагирует, и он от этого отказывается, например, да, чего-то. А другой это делает просто потому, что так принято у всех, и он это делает просто потому, что, ну вот так вот, мне сказали, я так и делаю. Не знаю, взять тот же самый, ну, отказ от чего-то, не знаю, там, от мяса, да, или какой-нибудь пост, или о чем мы, Артем, с тобой говорили. То есть можешь по-разному подойти. То есть изначально вход, если вот неправильный туда в медитацию, то как бы и выход будет такой же корявенький. Вот. А если спокойно подойти, не спеша, это все равно придет. Это все равно придет. Никогда не поздно заниматься медитацией. Для этого нет какого-то определенного возраста. Даже, может быть, наоборот, с возрастом это более проще понять, где эти двери, куда войти, где, как, где этот свет. С возрастом это потому что очень много отсеивается, очень много шелухи, отбрасывается. С возрастом, да, да, увы, это так. Ну или не увы, не знаю. Окей. Так, спасибо за плюсы, ребята. Герман, Зуфер плюс, Северянин плюс, Костя Криненко плюс. Ну, здорово. И Земля плоская, космоса нет, тоже плюс не поставила. Так, Северянин, Макс, ты каждый день медитируешь? Я стараюсь. Я еще не сказал, ребят, по поводу того, что медитация, это, смотрите, может быть и медитация как упражнение, а может быть медитация как некое состояние. Понимаете? То есть, как бы вот, сейчас еще раз попробую это выразить другим способом. Вы можете находиться, то есть, по идее, вы должны находиться в медитации постоянно. Ну, по идее, да? Быть осознанным, быть внимательным, быть здесь сейчас расслабленным, где нужно, и где нужно напряженным. То есть вы находитесь в том балансе. То есть вы постоянно, ну, присутствуете. А медитация как упражнение, это когда вы садитесь прямой спиной в позу лотоса или на коленях сидите, или просто на стульчике сели. Я вам все запишу видео, все буду писать на эту тему. И прямо вот по этим пунктикам, да, какой позе, как дышать, куда смотреть или не смотреть, глаза закрывать, не закрывать, э, подсчитывать вдохи или подсчитывать выдохи, или вообще завязать с этой фигней, не считать. Это упражнение, которое настраивает вас, понимаете? На вот это вот состояние в течение дня, в течение, вот, да. Поэтому я, конечно же, стараюсь присесть, присесть, да, как говорят правильные пацаны, чтобы настроить свой ум и тело на вот такое принятие, на вот это пространство, чтобы я был и внутри, и снаружи одновременно. Это же можно делать и в динамике. Вы можете не обязательно там садиться где-то в тихом месте уютном. Это для начала хорошо. Ребята, тихое, спокойное, уединенное место, чтобы вам никто не мешал, чтобы вы просто научились
ну, блин, пользоваться этими настройками, вот этими вот, ну, приложением этим, понимаете, своим телом, своим мозгом, своим дыханием. А потом вы можете делать в любое время, и сидя, и лежа, и стоя, и в движении, и как угодно. Потому что, допустим, тот же самый бег, например, или прогулка, ну или там кросс, да, там тоже присутствует дыхание, тоже прямая спина, и тоже вы впадаете в, ну, в такое состояние присутствия, осознанности, понимаете? Поэтому каждый день, конечно. И стремлюсь к этому все больше и больше. То есть меня давно это как бы накрыла вот эта волна. Ну, то есть, ну, как бы всегда я к этому тяготел, и всегда я старался находиться в таких состояниях. Не знаю, с детства, наверное. Многие говорят там про карму, реинкарнацию, там перерождение. Э, Я не буду этим оперировать такими понятиями. Просто, ну, у меня такая предрасположенность. Я не знаю почему. У меня такая предрасположенность к созерцательности, к какому-то вот такому вот, ну, осознанности. Вот и все. Не знаю, с чем это связано. Так, северянин. То есть для медитации не нужны ни музыка, ни свеча и другие атрибуты. Ну, знаешь, северянин, они в принципе могут иметь, они могут помочь тебе. Вот и все. Но это то же самое, что, ты знаешь, как на тот цвет богатство с собой не возьмешь. Вот типа того, да? В медитации нет ничего лишнего. Ну, там не должно быть ничего лишнего, скажем так. Это минимализм в чистом виде. Вообще ничего не требуется, да. Потому что все, что требуется для медитации, у тебя есть. Это твое тело, твое дыхание и твое внимание. Все. Внимание на дыхании и на теле. Вот и все. Но тело, я имею в виду, это и мозг, и потому что ум, тело, это нету разделения. Тут нет дихотомии. Ты просто смотришь на все это цель, урчит, бурчит, где-то сердце бьется и так далее, там какая-то тяжесть, или где-то там ты отсидел свою ногу, да, и покалывает. Это нормально. Это все как бы единое, все поле для наблюдения. Вот и все. Что для этого требуется? Свеча, ну, может быть, можно. Какая-нибудь картинка, образ, ну, окей. Цветы, аромат благовония. Все, что настраивает вас, в принципе, помогает, да. Но это такая, как бы, короче, это можно использовать. Это можно использовать, но это просто помощь такая. Это средства, которые вам помогут настроиться на эту волну. И музыка, может быть, да, почему нет? Но это же может и отвлечь вас. Понимаете, в чем опасность? Вы можете к этому привязаться и привыкнуть к тому, что вы можете впадать в такие состояния, которые вам нравятся, от которых вы кайфуете. А медитация не связана с кайфом, и вот, ну, вот, и вот только позитивными переживаниями эмоций. А так вы привыкнете к определенной музыке и будете считать, что вы занимаетесь медитацией. А вы не занимаетесь медитацией, вы занимаетесь просто, ну, приятным наслаждением, услаждением слуха, да, приятными звуками музыки, мелодии. Это нормально, это как бы, ну, в порядке вещей. Но это не имеет отношения к медитации. Вот ведь в чем дело. Ваше внимание переключено на что-то внешнее. А медитация все-таки это внимание больше на внутреннее, понимаете? Поэтому свеча, да, прекрасно, хорошо. До поры до времени. Вы должны вовремя переключаться. Музыка, хорошо. Благовоние, прекрасно. Ароматы, хорошо. Мантра, что-то как. Да, классно, классно. Но это все внешнее. Вот как-то так. Вау, а я же хотел закончить уже эфир. Ребят, что-то как-то я заболтался. Спасибо вам за вопросы. Так, значит, каждый день медитирую, музыка, свечи, тра. Так, я много читал, Северин пишет об этом книг, и поэтому понимаю, как некоторые подобные темы сложны для объяснения. Ну, надеюсь, что я как-то доступно более-менее объясняю, и вы понимаете меня. Потому что плюсики вы мне ставите, значит, я как-то, ну, имею к этому талант, наверное, да? Как-то вот это вот вытаскивать на поверхность, облекать слова, формулировать
буковки в слоги, слоги в словечки, дальше слова, предложения, и как-то выстраивать это вот описание. Но потом оказывается, что люди мне говорят: да нет, Макс, ты очень даже хорошо, прекрасно все просто объясняешь. Ну, наверное, вот какой-то есть у меня какая-то такая способность, что ли. Окей. Поэтому буду больше на эту тему говорить. Возможно, я со временем научусь правильно формулировать то, чем, ну, как я это вижу и как я практикую медитацию, да, и могу какие-то конкретные прям формулировки давать. Хотя тоже в этом нету смысла. Потому что когда все такое усеченное, все формализованное, тут тоже теряется какая-то нить присутствия. Так, то есть не обязательно во время медитации входить в транс. Нет. Пограничное состояние психики, самогипноз. Не, самогипноз это вообще не относится к медитации. Еще раз, медитация, с моей точки зрения, как я ее понимаю, это просто процесс бдительности, присутствия и осознанности. Все. Наблюдение. Самогипноз, какой-то транс, это другое все-таки. Это другое. Понимаете? Это может происходить, а может не происходить. Вот и все. Потому что транс ведь тоже может быть, ну, по-разному, допустим, транс или в это время вы осознаете это или не осознаете, понимаете, транс. Это все равно, что, я не знаю, напиться до такой степени усрачки, да, а, я имею в виду алкогольным наркотиком. Бывало же, да, со всеми ребята, наверняка. Когда вы на следующий день забывали, что там вообще происходило. То есть вы были в трансе, но там осознанности вообще не присутствовало. Вообще не присутствовало. Вот такой транс. А бывал такой транс, когда клеточкой тела. Вы осязали, вы слышали лучше, вы видели лучше, вы понимали лучше, вы вдыхали лучше. Вы, вот реально прям вот это вот настолько глубоко. Это уже транс, ну, более осознанный, скажем так. Понимаете? Даже трансы разные бывают. Поэтому какой транс? Ну, то есть тоже надо понимать. Герман, э, есть медитации на мантру, но я ни разу не использовал. Но я вот использовал медитацию на мантру, трансцендентальная медитация, забыл, Махариши, йоги, или кто-то такой-то, Битлз он еще тренировал, тоже там завербовал, представляете? Вот, и я в Москве там проходил этот курс, ходил на эти лекции, потом нам давали задания, то есть все, вот это вот ТМ называется, можете в интернете поискать. И нам давали мантры, вот как бы да. Ну, как-то я практиковал долгое время. Так же, как и Иисусову молитву тоже практиковал, тоже долгое время достаточно. Так же, как цигун я практиковал, стояние столбом, тоже долгое время. Просто чань-медитацию, ну, дзен-медитацию, да. Вот как бы я ближе к этой. Либо к Веданта Адвайте я больше, как бы, либо Випассану тоже практиковал. Потом как-то одно время я подсел Дипак Чопра, можете поискать. Прекрасные книги у него, прекрасные книги, музыка. В общем, интересная такая комплексная система такая. Все они хороши, ребята. Все молодцы. И Садхгуру молодец. И Дипак Чопра. И Оша, конечно же. Ну кто же не знает Раджниш Оша. Ну наш дорогой, так сказать. Я. Ох, плодовитый. Плодовитый автор, конечно. Оша, да. Все это интересно, ребята, все это интересно. Но все это не может являться вами, понимаете? Пока вы через себя это не пропустите, с разным, так сказать, опытом и негативным, и позитивным, ничего это к вам никак не относится. Это все другие люди, это их сознание, это их опыт, это их рост или не рост, или падение. Мы не знаем. Так, меня устраивает такой расклад, что не нужно покупать какие-то атрибуты, Макс. Можно покупать атрибуты. Я могу сделать, как это называется, дополнительные товары к моим лекциям. Я могу сказать, что вот нужен такой-то стульчик специальный, такая подушечка под попку, там, не знаю, ароматы или свечки от Макса Степанова такие-то нужны. Колокольчик специальный, чтобы был такой бэм, медитативный звон. А также записать голос мой, так сказать, на пленку. Знаете, как раньше, да? Расслабьтесь, да? Дышите глубоко. Ваше тело расслабляется. Вы успокаиваетесь. Вот. Так что это тоже можно все продавать. Чем, собственно, и занимаются, многие. А почему бы и нет? Как бы
Каждому свое, да? Иван Васильевич, смотрю сначала. Ах ты же, Иван Васильевич, притаился где-то, да? Не наблюдаешь. Ну что ж, хорошо. Северянин, ты нормально формулируешь, доходчиво. Вот, спасибо, вот как бы, когда я вижу, значит, правильной дорогой идем, товарищи, у меня получается объяснять доступно какие-то вещи, которые, ну, блин, тяжело объяснить. Ну, получается хорошо. Значит, у меня открылись сверхспособности все-таки в результате медитации. Северянин, но ты от всех этих систем отошел, цик, медитацию и так далее. Не понял, что такое цик, 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 цик. Не то чтобы я отошел от этих медитаций всех, я понял там основу вот всех этих как бы разных медитациях, как бы это объяснить. Ну, саму суть, что ли, да? Потому что сама суть у них, в принципе, можно найти общую, универсальную суть всех практик медитационных, всех разных таких вот, ну, упражнений. Все, что там в них есть разного, это все внешние в основном факторы, которые зависят от культуры того или иного народа, где это все происходило, от каких-то традиций. Чаще всего от этого, понимаете, от каких-то культурных особенностей, где она практикуется, понимаете? Практика практикуется. Окей, сойдет так нормально? Вот. То есть где-то от географии, от погодных условий, в конце концов, понимаете? Где-то жарко, где-то холодно, где-то горы, где-то равнина, где-то дожди, где-то сухо, где-то... хм, А по сути, вот внутри, как живое существо, ну все люди же они одинаковые, чаще всего, как бы вот именно внутренности, понимаете? Внутренняя моя, да? А все остальное это просто какие-то наслоения, культурные особенности и не более. Вот такие дела. Вот такой мой взгляд. Отошел ли я от этого? Не знаю. Я как бы отхожу, но ощущение такое, что я не отхожу, а как бы ближе подхожу. Вот я не знаю, как это объяснить тоже. Это как вот во сне, понимаете? То есть вы вроде бы убегаете или уходите откуда, а потом оказываетесь еще ближе но от того места, от какого вы убегали. Может быть, это движение по спирали или как-то... Неважно, это как-то можно объяснить, да, там, словами красиво. Но идея какая? Что вот я стал большим христианином, больше, вот именно с точки зрения там Нового Завета, больше, так сказать, толерантным, понимающим, сострадательным, э, чем тогда, когда я был христианином с точки зрения, ну вот формальной, да, когда я посещал церковь, я ходил на исповедь, я там покаяние, там молитвы, посты, все-все-все. Понимаете, служба в церкви. А, Возможно, это нужно было, конечно, да, это было нужно пройти, чтобы потом как бы отойти от этого. И после того, как я от этого отошел, я вот ощутил себя, что вот сейчас я вот прям действительно чувствую вот, ну, к людям какое-то сострадание, понимание, я стал более к ним терпимее, что ли, как-то ну, с большим пониманием к людям относиться, нежели когда я был религиозным, православным, ну, с бородой, с большой бородой. Понимаете? Цигун медитация, да. Цигун медитацией я занимался где-то месяца 3, наверное, да. М, Познакомился с одним человеком, который, ну, практиковал цигун, он мне рассказал, показал, дал упражнения, там, подводящие и так далее, и так далее. То есть я просто человека опытного. Интересно, так это все проходило. И вот 3 месяца, да, я работал по 30 минут каждый день. Так, отказался от этих систем. Ну, вроде бы как отказался. Макс, я думаю, что ты мог бы быть хорошим психотерапевтом. Возможно, пишет Сергей Носов. Ну вот сейчас я, наверное, вас тут немножко подлечиваю, да? Ну вот хорошо. Спасибо. Надо подумать на эту тему. Спасибо, спасибо. Так, на чем мы остановились? Цигун медитация, да, здесь. Ножи для медитации. Это что такое? Земля плоская, космоса нет, пишет ножи для медитации. Не понял о чем. Герман Зупфер. Стрим почаще. Видимо, Бог услышал меня и подарил мне то, что я прошу. Хорошо сказал.
Да, пусть будет так. Let it be, да? А именно на кого можно равняться и к чему стремиться. Стремиться, да? Хорошо, стремиться. Так, вроде стремиться, вроде стремиться. Да, Максик, сейчас мы буквально... Я заканчиваю уже. Да, да, я знаю. Ага. Так, именно на кого можно равняться, к чему стремиться. Последнее, что я читаю сейчас. Почему я спрашиваю, пишет северянин, что, чтобы понять, где проще практиковать, войти в это состояние присутствия, что больше помогает вот из этих внешних атрибутов, имею в виду именно форму внешнюю, цигун, медитации, что-то. Ребята, спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы спрашиваете, пишите мне. Я обязательно буду эту тему развивать. Вот, я вас не брошу. Я вам все расскажу, всем поделюсь, чем я занимаюсь, как я вижу свой путь исследования, саморазвития. И буду делиться с вами, окей? А вы меня, главное, поддерживайте, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь, привлекайте больше коллектива, больше синергии. Понимаете? Все на сегодня, друзья. Всех обнимаю. На этой неделе выйдет видео уже про медитацию, такое маленькое, ну, четенькое прям послание. Смотрите, слушайте, повторяйте. Все. Северянин, твои вопросы я услышал и зафиксировал. Или другие какие-то варианты медитации. Все, будет внешняя форма. Согласен, форма нужна. И я вам расскажу свою внешнюю форму. Окей? Это ближе, конечно, к дзен-буддизму или веданта адвайте. Ну все, ребята, давайте. Все, удачи. Пока-пока.